Всем привет, это Настасья, и сегодня я снимаю для вас видео в такой очень расслабленной атмосфере с птичками, лимонными деревьями. Все потому, что я в своем идеальном отпуске уже 5 лет, как я приезжаю на Сардинию минимум 2 раза в год, и мне захотелось с вами поделиться этим невероятным местом, рассказать и показать, что меня удивило или впечатлило, а также, может быть, развеять какие-то мифы. До моего первого приезда сюда я себе представляла, что Сардиния — это такой себе лакшери отдых для депутатов и олигархов. И по сути так оно и есть, но это касается только определенной части острова, а именно севера, и не имеет никакого отношения к реальной жизни на Сардинии, которую мне так хочется вам показать. Конечно, это все мое чисто субъективное мнение, я много путешествовала по острову, но все же нахожусь больше в одном регионе. Также я тут не живу, но регулярно общаюсь с местными жителями, задавая свои странные вопросы по типу «А вы счастливы?» И, конечно, они счастливы. Как тут можно быть несчастливым? Солнце круглый год, море самое красивое в Европе, безумно вкусная еда и совершенно неспешная жизнь. Жизнь на этом красивом острове медленная, расслабленная, здоровая и, я бы сказала, даже какая-то настоящая. Когда я приехала сюда первый раз, мне все казалось каким-то даже слишком. Апельсины казались слишком насыщенные, солнце светило слишком ярко, вино моментально ударяло в голову, а люди казались даже какими-то грубыми, что ли. Вы только послушайте их язык. Un mundu mezzus est urgente. Это считается диалектом, но по сути это как совершенно другой язык. Это не мелодичный итальянский, но Сардиния — это и не классическая Италия. А отчасти это потому, что Сардиния — это довольно отдаленный остров от материка, и добраться сюда не так уж и просто. А это означает, что вся информация, логистика, изменения происходят довольно медленно. Но, конечно же, люди безумно душевные, они очень привязаны к своей земле, традициям и не очень-то любят инновации, если честно, но, думаю, это больше по чисто историческим событиям, так как Сардиния была все время колонизирована кем-то, и чтобы сохранить свою местную культуру, местные жители больше перемещались в центр острова, где жизнь намного тяжелее. Сардинцы — потомки древних цивилизаций, и по острову можно встретить множество вот таких вот нураги. У них очень много интересных традиций, но об этом может быть как-то в следующий раз. Сейчас же я хочу вам больше показать главные достопримечательности этого острова — это море и еду. Как бы парадоксально это ни звучало, Сардиния довольно бедный регион, и тут особо нет возможностей. Нужно быть счастливчиком, чтобы получить работу госслужащего, преподавателя или же доктора, ну или же можно работать в туризме. И отчасти поэтому тут практически у каждого есть своя плантация оливковых деревьев, виноградники, ну и, конечно же, сад и огород. Еда тут возведена в культ, как и во всей Италии. На Сардинии очень много своих уникальных блюд, которые, конечно же, можно попробовать только здесь. Это настоящий рай для гурманов. Еда довольно простая, но натуральная и безумно вкусная. Типичные продукты — это очень известный и безумно вкусный овечий сыр пекарина. Ботарга, которую я просто обожаю. Это высушенная спрессованная икра. У нее довольно специфический вкус, и поэтому ее много не съешь. И она довольно идеальна как аперитива или же для приготовления пасты. Тонкий местный хлеб паны кразау и домашний традиционный хлеб. В сардской кулинарии, конечно же, хлеб занимает очень важную позицию, и несмотря на то, что выпекание такого хлеба занимает очень много времени и усилий, его до сих пор выпекают во многих домах. Рано утром замешивается тесто, формируется, декорируется, затем оставляется это все на несколько часов, и тем временем формируются вот такие вот веники, чтобы почистить разогретую печь, и затем выпекается сам хлеб.
сардинские сладости. Я, честно говоря, небольшой их любитель, но многим нравится. Это амаретти, такие миндальные пирожные, но больше напоминают даже печенье. Сиадос — это жареные пирожки с рикоттой и медом. Тароне, нуга с орехами. Мне очень нравится карапинья. Это такой лимонный местный сорбет. Есть и более экстремальные продукты, как, к примеру, сыр с червями кацу марцу, что переводится как гнилой сыр. Я люблю экспериментировать с разной едой, поэтому я его уже пробую второй раз. Конечно же, вкус и запах очень специфические, но довольно интересный. Завтрак довольно типичный, как для Италии. Это кофе с местным печеньем, или же тост с джемом, или же йогурт, но не более. После этого каждый отправляется по своим делам. Обед тоже довольно легкий и для меня часто выглядит даже как перекус. Но вот ужин — это уже начинается само пиршество, когда вся семья в сборе. Зачастую это происходит после заката солнца, потому что до этого слишком жарко, чтобы есть. Типичные блюда, как бы странно это ни казалось, это запеченный поросенок, но также есть салаты с осьминогом, или же салат с артишоками и ботаргой. О, я так скоро проголодаюсь. Также моя любимая паста фрегола — это местная паста, которая напоминает рис. Это очень вкусно с морепродуктами. И также второй тип местной пасты — это малоредуса, которая напоминает маленькие ньокки. Кулуры Джонес я попробовала только в этом году, и это очень вкусно. Такие ужины зачастую проходят по 2, 3, а то и 4 часа. И что-то мне подсказывает, что размеренное потребление играет большую роль в том, что они остаются такими стройными после такого обильного ужина. После ужина обычно фрукты, сладости, кофе и рюмочка местного ликера мирта для лучшего пищеварения. И, конечно, на ужин и в обед свое собственное вино. Вино в небольших количествах, но каждый день. И, возможно, в этом секрет их долгожительства, так как здесь совершенно не удивление жить до 100 лет, а то и больше. Уверена, что это на самом деле комбинация и еды, и климата, и размеренного образа жизни вместе с таким положительным настроем, а также семейной сплоченностью. Дом — это, конечно же, самое важное место. Раньше дома строились одноэтажными, в основном из глины и соломы. Сейчас это больше двухэтажные домики, где первый этаж используется больше в летнее время, так как там более прохладно, и поэтому это совершенно нормально иметь две кухни, к примеру, но в целом все довольно sustainable. И, например, этот дом, он на солнечных панелях, плюс зимой он отапливается с помощью дров. Конечно же, зимой тут не так уж и холодно, температура опускается максимум до плюс 10, но довольно ветрено и влажно из-за моря. У очень многих местных жителях по 2 дома. Один дом, в которых они живут, второй дом у моря. Такая себе дача, куда они обычно переезжают в летнее время, либо же сдают туристам. Сардиния может показаться довольно дикой, и ее даже можно сравнить с большой деревней. Да, конечно, тут тоже есть большие города, как Кавери, к примеру, где все выглядит очень испанским, бывшая испанская колония. Но сама суть Сардинии в ее природе. Здесь множество диких пляжей и бухт с невероятно красивым морем, и стоит ехать сюда именно за этим. Ну, может быть, еще за едой. Я, наверное, буду заканчивать, так как меня уже ждет обед. До встречи в новых видео. Не забывайте поставить лайк этому видео, а также напишите в комментариях, стоит ли мне делать видео на тему, чему меня научили итальянцы. Всех целую, обнимаю и пока-пока. Buon appetito! Buon appetito!